Всем привет! Итак, третья и последняя часть туториала, которая будет посвящена разбиванию стекла. Ну вот сцены, оставшиеся с предыдущего урока. Давайте включим отображение наших card-deform relative, наших частиц. Они как бы помогут нам, ну то есть мне нужно, как бы они будут участвовать в разбивании стекла. Давайте я просто выключу Shape Collision, чтобы это все быстрее работало, пока он нам не нужен. И начнем. Создаем новый сет. Соответственно, CarGlass. И давайте создадим новые группы. У нас будет несколько групп. CarGlass Body — это, собственно, все стекло, включая ветровое стекло и заднее стекло, и соответственно фрагменты этого стекла. Фрагментов будет два типа, будут активные и неактивные. И соответственно неактивные будут нейтрон объекты, поэтому будут соответственно называться неутр. Давайте, так как это фрагменты, давайте их занесем, сделаем рутовую группу фрагменты и поместим их сюда. Давайте включим опции Show Mesh у всех, отображение Mesh, назначим какие-то цвета. Есть какой-то групп менеджер, но я им не пользуюсь. Итак, начнем. Первым делом, понятно, Object to Particle. Здесь на уровне глаз, соответственно, у меня есть стекло. Давайте пикнем. Object to Particle. И пикнем. Ого. Давайте сделаем вот так, чтобы у нас не пикалось ничего лишнего. Все. И все это отправляем в группу Glass Body, Instance Shape. Смотрим. Я все пытаюсь. Собственно, вот создаются как бы партиклы Glass Body. Давайте их как-то первым делом приоттачим. Соответственно, создаем set Glass Body приоттach. Pass AB. Будем наши
Glass body. Так как целые стекла приоттачены к машине до всяких деформаций, поэтому оттачивать будем, собственно, к низкополигональному основному телу машины. Dynamic P-Attach. Так. Glass body, low body. По-моему, вот так. Абсолют. Давайте смотреть. Да, все, мы видим, что теперь наши стекла двигаются вместе с машиной. Ну, давайте колоть их. Давайте создадим сет для volume breaker. Оператор, volume breaker, volume break. Ну, давайте volume break пока включать по кондишену time interval. Будем бить стекла руками в определенном фрейме. Давайте назовем это как-нибудь. Glass body break frame. Ну, пусть будет, не знаю, второй кадр. Начало. Отправлять будем это все в активную группу. Смысл этих двух групп станет понятным чуть позднее. Активировать, соответственно, 100%. И давайте зададим raster size какой-нибудь 3 и посмотрим. Ну вот мы видим, что все хорошо. Стекла покололись, перешли в группу Active, которая зеленая. Следующая задача такая, что я хочу, чтобы по краям стекла, ну, крайние осколки, они, чтобы не все стекло вываливалось при разбитии, а чтобы оставалась какая-то граница. Ну, давайте я покажу превью, чтобы было понятно, про что речь. Ну, мы видим, что по краям часть осколков остается. Это, мне кажется, добавляет некой реалистичности, что не все вываливается, а что-то остается. Собственно, для этого у нас две группы для фрагментов. Давайте часть ну, давайте, во-первых, изменим цвет. Мне не очень нравится, не очень хорошо видно. Давайте среди этих получившихся фрагментов делать поиск по нашим деформируемым частицам и, собственно, оттачить к ним. Соответственно, даже когда происходит деформация, осколки стекла, застрявшие в машине, они также будут двигаться с учетом деформации. То есть они также будут, так сказать, следовать помятому кузову машины. Создаем сет. Ну, назовем его позже. Давайте возьмем наши активные фрагменты и перенесем их. Соответственно, нам нужен P-Search, чтобы что-то искать. Партиклы. Искать мы будем не все время, искать мы будем только на момент создания.
Соответственно, нам нужен particle age. Искать мы будем по deform relative. Радиус мы настроим. Соответственно, будем искать ближайший. И ближайший запоминать как референс. Set reference. Так. И я хочу, то есть фрагменты ищут в определенном радиусе наши, так сказать, деформирующие партиклы, и если они находят, соответственно, вот этот find count, он не равен нулю. Если, соответственно, если они находят, то давайте посылать их в другую группу. Соответственно, давайте просто я сделаю, и будет понятнее. Групп. Посылаем мы, соответственно, наши активные партиклы в группу нейтрон. И мы посылаем, когда так, black boxes, conditions. Давайте использовать, я использую вот это zero, но так как нам нужно, давайте я напишу, что is not zero, не 0. Здесь, соответственно, поменяю 0 и единицу. Вот так. Давайте посмотрим. Ага. А мы видим, что нейтрон это красные. Давайте, не знаю, как-нибудь, синие, да, то есть чтобы отличались. У нас сейчас слишком большой радиус. И, соответственно, каждый фрагмент, который ищет в большом радиусе, он, естественно, кого-то находит и переходит в другую группу. Давайте настраивать радиус. Ага, мы видим, что что-то меняется. Мы видим, что вот эти вот... давайте проиграем чуть дальше. Угу. Соответственно, нам нужно вот эти осколки, которые застряли в машине, нам нужно приоттачить к этим партиклам, приоттачить вот к этому референсу. Давайте сделаем еще один attach. Давайте назовем это... что active to neutron. Активные переходят в нейтроны, и нейтроны нам нужно приоттачить. Берем нейтронные, вызываем референс. Так, референс getReference и старый добрый приоттач. Господи, где он? Уже поздно, и я как бы немножечко вареный, поэтому возможно сюрпризы. Мы видим, что давайте уменьшим немножечко размер фрагментов, чтобы лучше было увеличить детализацию немного этих осколков
Пусть будет 2. Ну, здесь, естественно, сейчас нету ни физики, ни коллизий. Ну, надеюсь, идея понятна. Соответственно, величину, вот это количество этих кусков, ну не толщину, а как бы количество осколков, которые застряли, они управляются вот этим радиусом. Вот. Ну, соответственно, сейчас видно, что они как бы поиск ведется, ну, застревают только те, которые рядом с этими деформирующими партиклами. Ну, что логично, потому что мы делаем поиск по ним. Ну, осталось дело за малым. Осталось добавить гравитацию, добавить Shape Collision. Давайте просто скопируем какой-нибудь force. Не знаю, откуда-нибудь отсюда. Копия. Действовать force, соответственно, будет на наши активные частицы. И Shape Collision. Shape Collision можно взять откуда-нибудь вот отсюда, уже с готовой floor нодой. Так, соответственно, collision будем считать для всей группы, для фрагментов. То есть я хочу, чтобы куски, которые застряли в машине, они тоже участвовали в коллизиях. И, соответственно, нам нужно задать им статус нейтрон. А активные, соответственно, остаются активными. Ну, дефлектор, ладно, пусть остается. Давайте посмотрим, что получилось. Ну, Shape Collision, естественно, довольно сильно замедлил, но мы видим, что в момент удара они начинают отваливаться. Соответственно, я предлагаю в момент удара сделать момент volume break, так сказать, вот, собственно, этот glass break frame, сделать его не вторым, а ну, собственно, встает вопрос о том, как управлять, когда разбивать это стекло. Я предпочитаю управлять руками, чтобы, то есть, сделали основную симуляцию, посмотрели, когда это стекло должно разбиться, и руками прописали кадр. Это, мне кажется, более быстрый подход, более удобный. Но можно заморочиться и сделать автоматическое разбиение, просто писать скорость, писать скорость в memory глубиной 1, измерять значение, замерять падение в скорости, и если падение превышает какой-то порог, то активировать volume breaker. Вот, но мне кажется, гораздо проще делать это руками. То есть я посмотрел, что когда произошел ну, давайте я выключу. Подразумевается, что у нас есть какая-то симуляция, которая нас устраивает. Мы посмотрели, в каком кадре происходит столкновение и когда якобы должны разбиться стекла. Ну вот 21 кадр, да. И, соответственно, 21 кадр.
руками указали. О, Господи, все, пора спать. Ну, как-то так. Какой-то такой принцип, все очень просто. Ну, я приложу свой финальный сет, и вы можете его исследовать и посмотреть, и видно, что у меня разные группы на разные, так сказать, стеклянные детали. Там на фары передние, там задние отдельная группа, потому что размер осколков я хотел регулировать для них отдельно. Вот. Ну вот, можно сразу мотать 20 кадр. Смотреть, что получается. Бам, стекло разбилось. И поверьте на слово, мы помним, что, соответственно, это партиклы, они управляют деформацией кузова, а наши куски стекла приатачены к ним, поэтому даже когда кузов будет деформироваться, там, если на крышу уронить машину, то вот это застрявшее стекло все будет как бы оставаться там, где оно должно быть. Ну, давайте я спрячу. Ну, собственно, все, наверное. Или, не знаю, сделать, что ли... Да, давайте, наверное, сделаю автоматическое разбиение стекла. Соответственно, нам нужно писать скорость. Скорость, например, главного вот этого низкополигонального тела, карбодия. И как только оно сталкивается с препятствием, скорость резко падает и стекла разбиваются. Давайте назовем это SpeedWrite, оператор memory. Создадим новую переменную. Ну, я не знаю, чем отличается speed от скаляра, но как бы это и то, и другое скалярная величина. Нам нужно помнить предыдущее значение скорости, поэтому глубина 1. Ну, то есть это фактически два значения, 0 и 1. Говорим, что это speed. И, соответственно, helper, mass. Так, я скопировал. Во-первых, нам нужно velocity, вектор, ну, соответственно, длина вектора velocity это наша скорость. Мы пишем. Давайте проверим, что у нас пишется. Давайте все выключим и посмотрим на debug log. Мы видим, скорость нарастает. Бам, скорость упала. То есть мы видим, что было некое падение в скорости. Вот 10, 9, 5. Ну, то есть понятно, что где-то здесь стекло должно ломаться. Ну, то есть все это работает. Нам нужно просто извлечь и разбить. Ну, извлечь из памяти и отнять текущее значение, потому что нам нужна разность значений. Давайте это сделаем.
давайте, где volume breaker, давайте сделаем еще один метод активации. Соответственно, нам нужен, мы помним, что у body референсом является, так, референсом является, собственно, наша, ну, у глаз body является низкополигональная наша машина, поэтому, так, нет, извлекаем референс. В референсе извлекаем из памяти наша speed. Так, memory. Ну, нам нужно два memory. Нужно значение, ну, то есть, как бы текущее и значение в предыдущем степе. Соответственно, значение в предыдущем степе это глубина 1. И давайте float, subtraction. Так. У memory мы извлекаем, соответственно, speed. И что из чего нам нужно отнять? Нам нужно падение скорости. Соответственно, нам нужно из предыдущего отнимать текущее. И сверять это по определенному трешхолду. Ну, я люблю пользоваться блэкбоксами. Нам нужно падение больше, чем. Соответственно, давайте создадим. Так, это у нас не нравится мне, что они убрали, рассортировали хелперы в пятом TP. Вообще пятый TP мне не нравится. Давайте назовем это ну, давайте как-нибудь поставим от балды типа, не знаю, 5. Давайте выключим Shape Collision, чтобы все это быстро работало, и посмотрим. Мы можем ради интереса следить за тем, что у нас здесь выходит. Так, а где наш debug-лог? Он у меня на другом мониторе. Угу. Ничего не происходит. На самом деле это пишется не вот этот float. Давайте очистим и видите, ничего не пишется. Это потому что мы извлекаем референс, а на самом деле я референс не задал. Давайте посмотрим. То есть мы видим, что здесь никаких референсов нет. Нам нужно задать референс. Так. Референс, set reference. Что к чему? Стекло. Первое стекло, второе тело. Давайте вот так. Сделаем референс. И посмотрим. Что-нибудь извлекается. Да, мы видим, что что-то происходит. Отрицательные числа. Это значит, что
Это значит, что машина ускоряется. Мы из предыдущего отнимаем текущее, и текущее всегда больше, чем предыдущее, поэтому мы видим некое как бы отрицательное число. Бам, стекло разбилось. То есть здесь произошел удар, и значение между предыдущим и текущим равно 7, а threshold у нас 5. И, соответственно, как бы наше автоматическое это разбиение сработало. Вот. Ну, собственно, вот. Теперь это все. То есть на выбор можно либо бить, ну, можно сделать вот так, например. То есть самый простой способ сделать вот так. То есть если вы не хотите использовать condition по кадру, по времени, там ставите какой-нибудь, вот, и все, у вас работает вот это условие. Ну, либо здесь threshold какой-нибудь задаете. Если хотите по кадру разбить, соответственно, пишите там, не знаю, 29 кадр, threshold пишите, не знаю. Понятно, что такого threshold не будет никогда. Ну, то есть разница в скоростях. То есть машина это не космический корабль. Вот. До таких скоростей она не разгонится, чтобы разность была. Так, давайте я дебаг лог чудовищно тормозит все. Ну, теперь у нас должно сработать вот это число 29. Давайте подадим 28. Да, то есть сейчас сработало вот это условие. Ну, собственно, все. Я на выбор предложил вам два варианта активации Volume Breaker, автоматический и ручной. Но я предпочитаю ручной, потому что настраивать каждый раз этот threshold, это нужно знать скорость. Вот. Ну, собственно, все.